пришла в голову идея собрать электрический портативный эвакуатор, для чего, в принципе, я все собрал, все работает, и в этом видео уже будет выезд и все результаты, какой запас хода, и какая скорость. Соответственно, для чего это необходимо? Если где-то в городе или за городом, даже далеко от города, остановился, машина сломалась, достал из багажника электродокатку, прицепил к багажнику и, находясь за рулем, с помощью портативного пультика, либо с проводного, доехал до автосервиса, отремонтировался. Устройство получилось достаточно крупноватым, но это первый экземпляр, последующие будут уже меньше. То есть даже вот этот вот ящик с аккумуляторами, его можно уменьшить в 1,5 раза, и емкость останется та же самая. И само устройство тоже я, насколько проектировал, можно уменьшить где-то в 3 раза, чуть ли не оставить только одно колесо. Ну, пока что такой вариант, чтобы проверить, насколько это вообще работает. Забегу вперед, это все работает на отлично. Как все устроено? Здесь есть колесо, соответственно, оно идет с мотором, но на мотор не обращайте внимания. Он не подключен, он служит просто как втулка. За место него будет потом обычное колесо. Всю нагрузку на себя берет Кваншун мотор прямого привода на 8 киловатт. От него идет толстенный провод, и вот, соответственно, идет в ящик с аккумуляторами и контроллером. Из ящика выходит, соответственно, ручка газа, которая дотягивается до водительского места, и такая же ручка газа, только дистанционная. Пока что сделал, чтобы сам мотор с собой крутил колесо. Идея не очень удачная, но она тоже рабочая. Потом я заменю все на цепь. То есть здесь редукция получается примерно 1 к 2, а с помощью цепи я добьюсь 1 к 5, и сцепление будет гораздо лучше, потому что все равно есть прокручивание. Ну, сделал пока что так, просто проверить. Дальше будет сделано через цепь. Едет все отлично, скорость примерно до 50 километров в час можно разогнаться. Запас хода здесь в ящике 4,5 киловатта, запас хода примерно до 20 километров прогнозируемо. Я проезжал несколько километров, но там емкости осталось достаточно еще много. Здесь есть поворотная система, обязательно, без нее невозможно. Продемонстрирую, как она работает. То есть это все механически. Здесь поворотная система не электрическая, то есть работает как прицеп. Вначале я собирал, не было ее, то есть было все монолитное, но машину при повороте заносит, и, соответственно, вся конструкция у меня просто отламывалась, ломалась. И не сразу я сообразил, как правильно сделать. Сейчас кажется все очевидным, но когда идешь по неверному пути, путаешься, потом еще сворачиваешь, опять неправильно делаешь, и потом уже только сообразил, как сделать правильно. Все крепится. Здесь есть также амортизатор. Крепится это все к петле багажника через вот такой вот крюк. Вот так это выглядит. И накручивается гайка. Зацепили за петлю багажника. И снизу шпилька упирается еще в стойки. Так что на петлю багажника нагрузки большой нет. Она больше как фиксирует. Вся масса, вся сила уходит на стойки снизу. То сейчас покажу, как это все будет работать, как это все подключается к автомобилю, и дальше уже будет как сам выезд. Толкал я машину 1600 килограмм, все поехало, отлично, мотор не греется, провода не греются, аккумуляторы к контроллерам тоже не греются. Здесь все сделано с запасом. На канале у меня уже 83 подписчика. Всем большое спасибо, кто подписывается, кто смотрит. Можете тоже подписаться. Дальше, что еще хотел сказать. Подходит абсолютно под любой автомобиль. Вот, соответственно, подсоединил к автомобилю. Автомобиль Nissan Leaf, это электроавтомобиль, 1600 килограмм в нем. Ну, конечно, все устройство предназначено больше для бензиновых автомобилей, где-то в районе тонны веса, но это большинство автомобилей, 80%. Вот сам ящик с аккумуляторами, контроллером ставится в сам багажник. Вот дистанционная ручка газа, либо проводная. Соответственно,
Покреплено все здесь к петле багажника, как я и показывал, через крюк. Снизу оно упирается шпилькой вот в такие вот трубки. То есть там тросиком все зацеплено. Тросиком за стойку цепляется, тросик натягивается, и на него, соответственно, одевается трубка. И здесь все соединяется через шпильку. Такой вот треугольник. Держится все достаточно крепко. Вот вместе с автомобилем. И даже могу вот на край самый встать. И будет держаться. Вся конструкция получилась крепкая. Поворотная система обязательно, без нее работать не будет. То есть поворачивается до сюда, до конца. То есть при езде машину уже заносит, когда идет поворот. И чтобы конструкция не ломалась, здесь сделана поворотная система с возвратными пружинами. В принципе, все. Сейчас мы покажем выезд. Запас хода, как я и сказал, до 20 км в час, но можно зарядиться на ближайшей заправочной станции от обычной розетки. Вот подключено у меня в розетке, допустим, есть машина, в машине есть инвертор. Понятное дело, если автомобиль неисправен, то и электричества в машине не будет, но просто для наглядности решил показать. То есть здесь у меня установлено зарядное устройство, и, соответственно, здесь можно подключиться. Это российский инвертор SIP Contact на 1500 Вт. Это реальных 1500 Вт. Работает в мороз. Заявлено до минус 10, но по факту я его использую и в минус 30. То есть использую печку на 1,5 киловатта. Работает она у меня часами отлично. То есть, допустим, проехали на электродокатке 20 километров и, соответственно, зарядились на ближайшей заправке от обычной розетки, и еще 20 километров можно будет проехать. Ссылку на инвертор я на всякий случай оставлю в описании, потому что с прошлого видео много спрашивали. Когда едешь за рулем, здесь штатно рулишь. Педаль тормоза используется автомобиля, у системы нет тормозов, но они там и не нужны, автомобилей достаточно. Педаль газа уже не используешь кнопку на пульте дистанционную, вот он включается, но он пока не настроен, я пользуюсь вот такой проводной, то есть проводной ручкой газа, когда едешь, нажимаешь, соответственно, все. Понимаешь? Вов, ушел там? Да. Снимаешь, да? Снимаю, Жень, что ты болтаешь? Все, теперь. Давай! Да, давай!
Ладно, все.